Привет всем, я Маша, и вы сегодня на канале TMI's World. Вообще, у меня есть две теории, почему вы смотрите это видео. Первая, вы уже знаете, какой ажиотаж вообще произвел сериал «Мой Алтай» в Китае. Социальные сети просто пестрят отрывками из этого сериала. Или второе, вам очень сильно повезло, потому что вы счастливчик, удачный человек. Сегодня вы уйдете с крутой рекомендацией на выходные. «Мой Алтай» — это сериал из 8 эпизодов по 40 минут. Его премьера состоялась 7 мая в Китае. Ну и еще 7 апреля, то есть месяцем ранее, он был представлен на Каннском фестивале. Первый китайский сериал на Каннах. Сериал был снят по эссе известной писательницы китайской Ли Цзюань. Как я уже говорила, 7 мая была его премьера, 9 я захожу в свои социальные сети, то есть на Сяоханшу, это ака китайский Инстаграм, и вижу просто кучу отрывков из фильмов одних и тех же героев, и понимаю, что что-то просто трендится в Китае. Что же это за история такая? Давайте разбираться. Сериал повествует нам о китайской девушке Ли Вэньсю, мечтающей стать писателем. В большом городе Урумчи, в который она уехала, чтобы исполнить свою мечту, она сталкивается со множеством трудностей. На работе Вэньсю дела идут плохо. В итоге она совершает ряд ошибок, за которые ее увольняют, выплатив всего лишь часть зарплаты. Этих денег хватает только на то, чтобы вернуться домой. Жизнь мамы Вэньсю довольно сильно отличается от остальных китайских семей, так как живет она с кочевниками-казахами, держит свой магазин и бывает даже путешествует с ними по другим пастбищам. Знатно измучившись в поисках текущего места жительства родных, Вэньсю благополучно возвращается домой. Вначале девушка совершенно не понимает места, в котором она оказалась, но это не становится для нее преградой. Постепенно она знакомится с новыми людьми, обычаями и укладом жизни, раскрывая для себя красоту нового мира. Еще одним главным героем истории является Батай. Батай – младший сын кочевника Сулитана, обожает лошадей и работает на конном дворе в Циндао. Его сильная любовь к животным видна с первых минут показа персонажа зрителям. По стечению обстоятельств из-за смерти брата Батай вынужден вернуться домой. По просьбе отца ему придется взять на себя роль преемника. Таким образом, по велению судьбы, Вэньсю и Батай встречают друг друга на просторах Алтая. Зрителям дают возможность погрузиться в обстановку совершенно уникальную, противоположную нашей современной действительности. Картина не только о красоте и любви, но и о сложной кочевой жизни, о том, как изменения в мире влияют на кочевников, о их чувствах и эмоциях. Вы только посмотрите на эти виды. Довольно многообещающее описание. Вообще хочу с вами еще поделиться интересными фактами. Например, Юйши, который играет главного героя Батая, умел ездить на лошади еще до проекта, то есть он занимался конным спортом. Возможно, режиссер, увидев его в седле, просто ахнул и понял, что это и есть главный герой, это и есть Батай. Также Юйши изучал казахский язык для того, чтобы более глубоко показать своего героя и, естественно, выразить, да, что именно он казах в фильме. Это очень круто, за это ему большой респект. Еще один классный факт – это про то, что Ли Цзюань, она писала эти эссе, у нее есть целый сборник, который называется «Мой Алтай», она жила там, в этой местности со своей мамой, со своими родственниками, она тоже жила с вот этими кочевыми народами в этом районе, и тоже у нее был магазинчик, они управляли этим магазинчиком, она также разводила различных животных на своей ферме у себя дома, не знаю, ферма была это или нет. Она писала эссе, исходя из реальной жизни
вот этих казахов. Это очень круто. Также, как я уже говорила, «Мой Алтай» — это первый китайский сериал на Каннском кинофестивале. Здесь я считаю, что Канны могут дать очень хороший отзыв. И я даже несколько видела уже, что восхищаются прекрасной работой. Мой личный отзыв. Я этот сериал проглотила за 3 дня. Конечно же, я растягивала, не смотрела все в один день, потому что хотелось просто насладиться картинкой. Где-то 3 эпизода в день у меня было. И я просто погрузилась полностью в эту жизнь, в героев. Вообще она такая спокойная, приближенная к реальности. Мне понравились пейзажи, работа режиссера, работа звукорежиссера, сценариста. Все было просто замечательно. И хочу сказать, что когда я досмотрела этот эпизод, я сразу же, последний эпизод, набрала своему другу аудио и сказала: Бенджамин, ты смотришь вообще «Мой Алтай»? У вас такой крутой сериал, ты смотрел, ты вообще слышал о нем? Это такое искусство, это просто шедевр, я в шоке, это супер, это вообще, я там восхищалась ему в этом аудиосообщении, вот, и он мне ответил: да, я смотрю, я уже начал, вообще я даже книжку купил, которая оригинальная, я буду смотреть этот сериал и плюс еще параллельно читать книгу. И я, которая не смогла найти эту книгу на английском языке, не на русском языке, вообще я такая: боже, пожалуйста, поделись со мной какими-то подробностями из этой книги, прошу тебя, потому что, ну, это вообще, это круть, может быть, что-нибудь интересное еще всплывет в оригинальной книге. Или, например, если ты знаешь, есть ли английский вариант этой книжки, перевод, пожалуйста, сообщи мне. В целом он сказал: да, конечно, и исчез на 2 дня, потому что я понимаю, что сейчас Бенджамин 100% занят просмотром этого шедевра. Поэтому, надеюсь, мой друг вернется. А вообще, почему я называю своего друга Бенджамин? Ведь он же китаец. А вот такой интересный факт, что китайцы, которые изучают иностранный язык, они постоянно выбирают себе какое-то имя. Вот если они изучают английский, то они выберут себе имя Марк, Бенджамин, Макс, Алекс и так далее. Ведь если они будут изучать русский язык, то, скорее всего, их будут звать Ваня, Сережа, Саша, Витя и так далее. Поэтому, пожалуйста, не удивляйтесь, если вдруг вы встретите, да, китайских друзей в России или за границей, и вдруг они назовут свое имя как-то по-экзотичному в целом. Наверное, все дело в том, что китайцы, они понимают, что их язык очень сложный для произношения, имена очень сложно запоминать. Да, если это какой-то Бенджао или Синьцзюань, для человека, который не знаком с китайским языком, это все будет просто мучение, да, запомнить, как вообще человека зовут. Но в целом было бы хорошо это делать. Вот, поэтому мой китайский друг Бенджамин сейчас читает книжку, я надеюсь, поделится со мной подробностями. В описании я для вас оставлю трейлер русский с субтитрами, трейлер русский озвучка, плюс дополнительно оставлю вам ссылочку на сайт, где можно смотреть с английскими субтитрами, оставлю для вас ссылочку на плейлист, где уже есть перевод первых 3 серий этого сериала, и, конечно же, еще оставлю вам ссылку на статью, где сами казахи отреагировали на фильм китайский. Это очень интересно почитать, и перед просмотром было бы прикольно такое, они сделали ревью, которая хорошо отражает фильм, поэтому рекомендую прочесть. Ну и для тех, кто еще сомневается, смотреть этот фильм или не смотреть этот фильм, в целом я оставлю вам мини-спойлер в конце видео, для того, чтобы вы ознакомились с атмосферой, да, и поняли для себя, что нужно смотреть обязательно, потому что я клюнула именно вот на этот маленький отрывочек Сяо Хоншу. Ну что ж, ребята, я желаю вам хорошего просмотра. Надеюсь, вам понравилось это видео. Вы узнали что-то крутое про Китай, узнали классную рекомендацию. Вообще, если вам нравятся такого рода ролики, ставьте лайк. Для меня это будет реакция, что нужно снимать еще про какой-нибудь фильм, про какую-то премьеру, про то, что трендится в Китае, и для меня это будет сигнал, поэтому жду ваши комментарии до просмотра, после просмотра, да, что понравилось, что не понравилось. Увидимся с вами в следующий раз. Всем хорошего дня, вечера и просто будьте здоровы. Всем пока. Будьте здоровы.
来，我们再来一个。闪老鼠，就是你，小妹妹。起飞了。